Приветствую, друзья, вас на канале Алекс Титанов, на канале, посвященному активному образу жизни. Сегодня у нас в программе велосипед, компакт-диски и немножко тяжелой музыки. Как все это будет выглядеть? Немножко я изменю порядок действий, происходимых видео моих. Теперь будет все, не все, но в основном выглядит следующим образом. Немножко предисловия, да? Я выяснил, почему все-таки мой канал так засунул глубоко в попу в YouTube, потому что у меня разноплановая, разношерстная тематика. То есть мне интересно много чего, и много чему посвящен этот канал. Соответственно, YouTube не знает, кому его показывать. Он показывает мои видео одним, а им не нравятся, например, велосипеды, показывают другим, а им не нравится геокэшинг или там рисование. И, короче, в конечном счете он решает, так как публика, он показывает не той публике, которой интересны мои видео, что у меня неинтересные видео, и совсем перестает кому-либо показывать. Ну что ж, ничего менять в этом плане я не собираюсь. Мне здесь все по-прежнему много что интересное. Я не хочу, абсолютно не хочу сосредотачиваться на чем-то одном. То есть я видел, что бы мне там хейтеры не втирали, я видел каналы с намного худшим контентом, чем у меня, и с намного большей движухой лайков, просмотров. Хотя контент, ну, честно говоря, у меня намного лучше. Вот даже без вот этого всего, без даже снимая какую-то самовлюбленность, если смотреть трезво, непредвзято. Вот, и потому что они сосредоточены на одной теме. Вот они фигачат, например, велосипеды, и все. И там один хэштег велосипед. И как бы и контент показывается только любителям велосипедов. И их смотрят. И, соответственно, YouTube решает, что у них интересный контент, и показывают дальше. И так во всех любых областях. А так как у меня велосипеды, геокэшинг, рисование, путешествия, что еще? Силовые тренировки, питанка. Вот я бы еще с удовольствием добавил бы больше питанка. Но, блин, нет возможности. Физически нет возможности. Плюс в наших краях никто не играет в него всерьез. А кого-то за уши тянуть, играть типа давай поиграем. Это всегда только облом какой-то, они просто тебя обламывают, играют с каким-то кислым видом, с кислой рожей, типа, что ты нам тут втираешь, это вообще неинтересная какая-то хуйня. Я только отбиваю охоту у самого играть. А я, так как я обожаю эту игру, меня дико бесит, когда ты кого-то тянешь, он такой швыряет эти шары, абы как, и такой, блядь, лишь бы ты от меня отъебался, вот я тебя кину пару раз и все, только отцепись от меня. Поэтому играть надо только с теми, кто понимает эту игру, кто играет в нее серьезно, давно, недавно, кто ее любит. В общем, а в наших краях таких нету. Они только в Шверине, а в Шверине не накатаешься, во-первых, времени нету, во-вторых, это дорого станет. То есть каждая поездка мне будет обходиться в евро 40 туда-обратно сгонять на машине. На поезде не дешевле, плюс еще больше времени. К сожалению, я бы еще сюда питанк добавил, честно говоря. И именно поэтому я не принимаю никакие там советы от людей, которых там вообще не интересна ни одна из тем, затрагиваемых на моем канале, и которые начинают давать советы. Здесь у тебя не так, здесь у тебя то, здесь, конечно, никто не будет смотреть, потому что у тебя вот это, блядь, вообще, ну, короче, я просто такие советы просто сразу мозг выключаю, даже не слушаю, потому что это вообще не интересует, кто что говорит, кто вообще там на велосипеде, например, ездит раз в год по 2 километра, кто ни разу не играл в питанке или играл с кислой рожей, кто ни разу не рисовал, кто, я не знаю, не слушает музыку, не может делать что-либо дольше там 2 дней. Такие люди неинтересны, их советы тоже. Вот. Все останется так, как и было, потому что, ну вот если выбирать, ставить на чашу весов, что мне важнее,
много подписчиков, слава блогерская, или чтобы мне самому было интересно. Второе, мне важнее, чтобы мне было самому интересно. Мне скучно делать что-то одно, например, только ездить на велосипеде, там вот фанатики, которые там только велосипед и больше ничего не знают в этом мире, или только питанки. Я смотрю на этих вот, которые играют в швейне в питанг, ну у них как будто питанка это вот все, что у них есть в этой жизни. Забери у них его, я не знаю, чем они будут заниматься. И так в остальном мне интересна разноплановость. Опять же, не все на свете, ну какой-то круг интересов, который мне интересен, который останется, потому что, повторюсь, на чем-то одном сосредотачиваться мне скучно и неинтересно. Поэтому, скорее всего, мои видео так же само будут в жопе и в тюбе. Ну и ладно с ним, уже в который раз. Что еще? Да, и так как у меня еще канал посвящен коллекционированию виниловых пластинок и компакт-дисков, и немножко музыки, как правило, тяжелой. Я собираю, коллекционирую по чуть-чуть, насколько есть возможность финансовая, и то, и другое, и пластинки, и компакт-диски, и снимаю распаковку, немножко там слушаю их на камеру, но так как YouTube не любит вот эти все чужое, чтобы слушали, выставляли, авторский прав, бля-бля-бля. И не только поэтому, а потому что, в общем, я снимаю там распаковку компакт-дисков, они приходят по почте, и всякую фигню, связанную, посвященную этому, музыке и коллекционированию дисков. Но я не знаю, куда эти видео чисто вставить. Вот просто делать там 5-минутное видео распаковка, ну это понятно, это какой-то отстой. А никто это смотреть не будет, и самому это не особо интересно. Ну просто 5 минут посмотреть, как я конверт раскрываю. Ну, в чем прикол? А выкидывать как бы и сам контент жалко. И поэтому я как бы пробовал соединять велосипед и музыку, и коллекционирование. Получилось не очень, потому что я сразу целый альбом этой группы, купленной там диска или пластинки, выставлял в своем видео в YouTube. Прямо целый альбом как бы и шел фоном к велотуру какому-то. И YouTube это крайне не любит, вот он сразу прямо блокирует эти видео. И, соответственно, это было много затрат времени, энергозатратно, время затратно. Вот я сидел, бастливал, составлял, обрабатывал эти видео, вставлял туда музыку, где-то ее скачивал, в общем, тратил уйму времени. Потом все это загружалось там полдня, по целый день на YouTube. И в конце концов такое: не катит, заблокировано, авторские права, бляха-муха, ты опять сидишь, переделаешь. В общем, кучу времени уходило, что я это дело подзабросил. Но, в принципе, какие-то отдельные песни можно вставлять фоном к своим видео. Это YouTube как бы с поправкой на авторские права разрешает, то есть все заработки с этого видео будут идти тем, кому принадлежат права на музыку. Ну и бог с ним, как бы, да, ради бога. Пусть любимая группа зарабатывает, я ничего против не имею. По крайней мере, пока у меня на канале 1,5 коллеги. Вот, поэтому теперь я буду делать, может, какое-то приветствие в велотуре, в своих велотурах, и там поиски геотайников. Затем буду вставлять распаковку купленного очередного компакт-диска, виниловой пластинки. И дальше уже будет велотур, вот так вот выборочно, частями, под музыку с этих компакт-дисков, с этих пластинок. Насколько это будет разрешать YouTube пропускать. Вот такой план. То есть не пугайтесь, вначале будет теперь распаковочка там на 5-10 минут максимум. И потом уже весь велотур по возможности под эту музыку. Вот так сегодня мы тоже сделаем с вами, друзья. Я приобрел 2 компакт-диска шикарной группы Vekoma As Romance. Скорее всего, что я произношу неправильно. Вы увидите на видео, как это выглядит. Мне очень нравится эта группа. У меня уже 5 альбомов я их купил. У них всего 6 студийных альбомов. 5 у меня уже есть. Осталось еще 1 купить, и будет вся коллекция. 2 компакт-диска я на той неделе купил. Распаковку снял. И сейчас будет распаковка, друзья, этих компакт-дисков. Наслаждайтесь.
А дальше, соответственно, как я сказал, сегодняшний велотур, который я планирую, тут километров 30-50 проехать максимально, потому что сегодня жара у нас, 33 градуса, это для наших мест очень жарко. Вот, будет частями под эту музыку. Надеюсь, что под эту музыку, что YouTube ее пропустит. Погнали, друзья! Ах да, еще забыл сказать, что этот велотур будет проходить у меня под музыку группы Sepultura. 4 диска, компакт-диска, которые я купил. На днях 2 купил, и сейчас с утра еще 2 прикупил. Один у меня Макси, по-моему, есть. В общем, полноценных студийных альбомов у меня еще нету. Были когда-то, но я их продал, когда решил завязать с коллекционированием. И вот сейчас опять Sepultura люблю, уважаю. Хочу тоже собрать все их альбомы на компакт-дисках. С удовольствием собрал бы на виниле, но это очень дорого для меня. Пока что могу себе позволить только компакт-диски. И иногда от случая к случаю винил. Все, в наушниках Sepultura, видео, музыка We Come As Romance. Друзья, с вами на связи так называемый Алекс Титанов. К нам пришла сегодня маленькая посылочка с долгожданным компакт-диском группы, стопудово, что я неправильно называю, читаю, We Come As или S Romance. Вот так это выглядит. Это у нас Digital Pack. Ну, тоже не уверен, что это правильно я выговариваю. В общем, такая бумажная упаковка. Вот он, компакт-диск с маленькими такими вот царапинами, но не критичными, чуть-чуть. Хорошее состояние, я бы назвал это хорошим состоянием. Вот, друзья, вот так выглядит упаковка. Вот такой вот прилагается книжечка. Не знаю, интересно почитать, кто это рисует. У них все оформление ихних альбомов вот в таком вот стиле, как будто кто-то это такой вот не очень профессионально типа меня рисует, который вот как будто хочет рисовать, и даже вроде бы у него что-то получается, но видно, что он не профессионал. Вот такое вот оформление. Да, состояние хорошее. Стоил он, этот компакт-диск, не помню сколько. Сейчас пойду за компьютер и скажу вам. Ладно, чтобы не клеить эти видео, я сразу так-то зайду и скажу. Вот давайте сделаем вот так вот. Это у нас вот альбом Trekking Back Roads. Блин, не владею английским, поэтому это все вот с моих уст звучит странно. Trekking Back Roads. Обошелся мне этот компакт-диск относительно недорого, а именно так, камон. Вот сейчас надо, конечно, тебе висеть, да? Вот именно сейчас? Серьезно? Ладно, кофе нажмем. Вот я купил 2, у меня 3 компакт-диска этой группы есть. А всего у них 6 альбомов. Вот нормально, вот именно сейчас все зависло. А всего у них 6 альбомов. Вот он 3,74, и доставка была бесплатная. Вроде бы, да? Доставка была бесплатная. 3,74 евро. У меня есть 3 альбома. И 3 не достает. Я их купил. Вот этот, еще один, вот этот. Dark Blood CD Post. Да, это явно не название альбома. В общем, я 2 альбома, 2 компакт-диска недостающих заказал. Еще один у меня не хватает в коллекции. И у меня будет полное собрание компакт-дисков, альбомов этой группы. Давайте 2 слова за этот альбом.
Викоме Каме. Викам As Romance. Вот он уже выдал. Дискография. Да, когда хочешь быстрее все сделать, начинает все висеть. Так, вот этот альбом у нас, где он? Вот это он же, да? Нет, это не он. Вот он. Trekking Back Roads. 2013 год. Сведения. Переведено на английский. Третий студийный альбом американской металкор группы Викаме As Romance. Он выпущен 23 июля 2013 года на лейбле Equal Visions Records. Альбом известен переходом группы от их фирменного звучания металкора к более мелодичному, чистому звучанию вокала, при этом все еще сохраняя элементы металкора. Блин, это интересно. Все, друзья, погнали слушать. Всем хорошего дня. Пока-пока. Друзья, еще раз. Итак, распаковочка. Открываем пивасик. Для рывасик, для тебя. Это у нас такой спонтанное мото. Открываем. Цак. Разрываем гнаденлёс. Просто беспощадно. Вот он, друзья. Компакт-диск группы Викаме As Romance. Наверняка я читаю неправильно. Альбом называется Dark Bloom. Состояние шикарное. По крайней мере. Вообще просто как новый. Или я его как новый купил, но он не запечатанный как новый. Диск в идеальном состоянии, насколько я вижу. Блин, выглядит это все новым вообще. По-моему, я его как новый купил, но я не пойму, почему он тогда полностью не запечатан. Получается, у меня теперь 5 альбомов этой группы. Вот такое вот оформление. Прикольно. И не хватает только одного альбома, которого как-то в наличии особо нету в интернете. Он есть, но очень дорого. Промочить горло. Вот это вот не очень хорошо. Вот это вот совсем не нравится. Промочить горло, так как я только что приехал с велотура. Нашел, друзья, 2 геотайника. Проехал, на секундочку, 55 километров. Покупался на пустынном пляже. И теперь буду вам хвастаться своей мега-супер коллекцией компакт-дисков группы Викаме As, или S, правильно, Romance. Вот. Еще одного не хватает, 6-го альбома. Итак, это была распаковка. Блин, какого черта вот это сейчас делать с этой пеной дурацкой? Хелли. Dark Bloom. Давайте пару слов посмотрим в интернете за этот альбом. Сразу, так сказать, не отходя от кассы. Итак, открываем. Во-первых, за сколько был куплен этот компакт-диск? Как вы думаете? За сколько? А вот за сколько. Сейчас я сейчас найду, где я в eBay. Потом я с ним совладаю, если совладаю. Вот как-то. И тогда 8,90 евро, друзья. Доставка бесплатная. И что тут стоит? Состояние какое его было? Потому что он просто новый. Zergood. Ну, действительно Zergood. Блин, он просто вообще новый. Просто не упакованный новый компакт-диск.
Погнали. Теперь 8,90, да? Цена, запомнили. Теперь группа по поводу, два слова буквально по поводу этого альбома. Что мы имеем? Вот он, собственно. Дискография. Так, 2022 год, друзья, этот альбом. Это получается их не последний альбом. Ну, крайний. Так, промочить горло, я волнуюсь. Так, Dark Bloom, 6-й студийный альбом американской металкор группы Become As Romance. Он был выпущен 14 октября 2022 года и стал их первым альбомом за 5 лет. Вот так вот. Это первый альбом группы без чистого вокалиста и клавишника. Как это понимать, чистого вокалиста? И клавишника Кайла Павона после его смерти от случайной передозировки в августе 2018 года. Вот так вот случайная передозировка, друзья. Ну, собственно говоря, неудивительно. И чё? Еще за этот альбом? Да, собственно говоря, и хватит, да? Погнали слушать. Втыкаем. Включаем. Заводим шарманочку. Открывайся. Почему Тофель не мог как-то быстрее реакцию сделать в технике своей? Так, блин, состояние прямо вообще супер. Просто навею. Это я понимаю, зергут, так зергут. Все. I am Dark Bloom. Культуру слушаю, хочу прослушать эти 4 альбома, которые я купил. Пока они ко мне идут, эти компакт-диски, хочу с Spotify их прослушать. Вот, слушаю, друзья. Велосипед такая прикольная штука. На нем, в принципе, как и в бодибилдинге, в силовых тренировках, только паузу сделаешь, все, результаты упали. Вот сейчас я 3 дня, всего 3 дня я не ездил. И сейчас я уже что-то запыхался. Уже как-то вот так, уже чувствительно. А не ездил почему? Потому что у меня локоть болит. Я решил дать ему вообще полный покой.
Я перестал делать силовые тренировки, уже неделю не делаю. И хотел дать ему отдохнуть. Ну, как бы я и дал. Пью ибупрофен, прикладываю холодное, мажу вольтереном, ни хрена не помогает. А термин к врачу 26 сентября. Вот. И думал, что даже на велосипеде не ездить. Хватило меня ровно на 3 дня. Сегодня такой, не, все, не могу. Поехал я, погнал. Тя, crazy ферюк. Брежу просто своим новым велосипедом. Зашел сегодня посмотреть, когда же он наконец-то придет. Раньше стояло, друзья, 20 ап, типа с 21 октября ждите. А сейчас стоит с 1 октября. А ты что это? Это обнадеживает. Они, конечно, в легкую могут перенести на сколько хочешь, хоть на полгода. И хрен ты им что скажешь, они скажут тебе: возвращаем деньги вообще без второго слова. До свидос. Поэтому все такие молча ждут. Через полгода окей, через год не проблема. В общем, я надеюсь, что в начале октября. Но это офигеть как не точно. И я прямо уже им брежу прям. Хочется, прям очень хочется.
до конца, но, в общем, для ютубовских алгоритмов вообще их заводит в ступор, когда ты такой, у тебя хэштеги велосипед и винил, виниловые пластинки, он такой, как, это несовместимо, как и люди, которые сходят с ума по винилу или по велосипеду, они такие, блять, как можно поехать за виниловой пластинкой на велосипеде, это же пиздец, как вредно, сука, там же эти ноги гребаные бьются об живот этот, который висит на руле, это же охуеть как нездоровая тема какая. И так же само, как велосипедисты такие, какую музыку вы слушаете? Когда ездите на велосипеде, я предпочитаю слушать музыку ветра. Ебать, какая музыка, что у тебя здесь? Какой-то heavy metal, что ли, блядь? Как такое можно слушать? Ты ёбнутый. И это такое, ну, типичное, как бы, отношение среднестатистического человека, что ли, скажем так. То есть на что-то одно, на несколько увлечений, хобби, дел нету. Ничего нету. И YouTube это знает. И он поэтому продвигает те каналы, которые посвящены какой-то одной теме, у которых в хэштегах стоят одно, максимум 3 постоянных одних и тех же хэштега. Там кулинария, блядь, здесь все посвящено кулинарии. Велосипед, повторюсь, миллионный раз. Тут все посвящено велосипеду. Вот такие каналы он продвигает. А когда у тебя всего по чуть-чуть, но тебе так, сука, интересно, он это игнорит. Тя. Есть брусчатка. 600 метров мне надо проехать, чтобы добить вот сейчас до 25 километров в одну сторону, ну и потом, соответственно, обратно. Где ты взял? Так, друзья, что тут за кассу ставят? Я не понял. Смотрите, написано касса. Что будет? Платный въезд? На. Тише, на этом. Касса. Ага. Ставят кассу, друзья. Зачем? Интересно. Города. Вот, красиво так они придумали с этими зонтиками здесь. Так, очень геометрично. Так, надо бы попить. Вон, везде, здесь по всем улочкам зонтики на фонарях висят. На латернах, так называемых. Вот такая штука, друзья. С времен, когда здесь добывали соль
и торф в этих местах. Да? Собственно говоря, это, наверное, механизм, который тянул эти тележки откуда-то. Ага. Такая вот штука. Прямо так ноги забились. Сегодня будет полтинник, друзья, полтинник. Сейчас средняя скорость 21,5. Для полтинника, если я за 21 сохраню, будет неплохо. Должен вам сказать. Откуда у нас солнце? Вода настоялась с лимоном, и Руся еще неделю назад в этот термос налила минералки и накидала лимонов. И это всю неделю стояло. Сейчас прямо такая лимонная вкусная минералка. Надо всегда так делать, прямо и оставлять на у меня 3-4 в холодильничке. Вкуснота. Мне еще надо ехать Русю сегодня забирать с работы. Думаю, успею. 4. Погнали, друзья. Сейчас слушаю в наушниках Sepultura альбом, не знаю, как правильно читается, Chaos ID, короче, House, скорее всего, AD. В общем, что-то с хаосом связано. Хорошо, прям, так хорошо. Да. Это не та демоническая Sepultura, которую я знаю. Не те шаманские вот эти тяжелые рифы. Но это очень бодрый альбом, такой прямо трэш метал. Хорош. Немножко не та Sepultura, которая мне надо. Вот это вот демоническая, шаманическая Sepultura, которую я знаю, которая вводит тебя прямо в транс. Ну, это тоже альбомчик хорош. Свой велосипед, напоминаю, это Gravel фирмы Роза немецкой. Backrod FF. Да, я его в начале мая заказал. Это получается сейчас уже середина сентября. Это что у нас получается? 4-5 месяцев. В общем, в октябре будет полгода. И, как я говорю, отношение у них такое, что не нравится, собирай свои деньги и пиздуй. У них там реально очередь. Просто очередь. Им вот пофиг, будешь ты у них ждать, не будешь. Я вот сейчас зашел на страницу, такой велосипед типа доступен будет. Что-то стоит через 6-7 недель, по-моему, доступен будет. Когда я свой заказывал, тоже так стоял, а прошло полгода. Так что спрос просто сумасшедший. Даже за такие сумасшедшие деньги, для меня, по крайней мере, очередь стоит многокилометровая просто. Вон, гля уже. Я раньше думал, что это какой-то космос. Кто вообще покупает за такие деньги велосипеды? А нет. Так, куда мне ехать? Я что-то заблудился. Как эти хитрюги сбились в тенек. Вон там солнце шпарит сегодня. Они все в теньке стоят. Офигеть. Это же вроде бы казалось животное, понимают? Удивительно. Так, какая у нас средняя скорость? Все, еще 21,5. Неплохо для полтинника. 25,5. А как насчет 22,1? Вот так бывает, когда нету всю дорогу встречного ветра. Или есть минимальный. Хорошо. 2 километра в час средняя скорость, друзья. Проехал 36 километров. Может, дело все в Sepultura в наушниках? Это еще тот допинг, кстати. Ну, в том числе, ветер сегодня минимальный просто, вот в чем весь секрет. Но обычно такие скоростя на МТБ я ставил
на короткие дистанции, там 20-30 километров в среднем, 30 километров на 50, так быстро я еще не ездил. Для МТБ, для меня, для нашей приморской зоны, климата, ветров, это хорошая скорость прямо. 22,2. Что здесь происходит? Уже средняя скорость 22,5, проехал 41 километр, до дома осталось 9. Посмотрим, какая скорость получится в результате для 50-километрового велотура. Интересант. Гингешпан. Чуточку полезности внести в мои видео и в мои покатухи вело. Немецкий язык. Разница между словами штат и анштадт. Я долго этого не знал. И просто от фонаря лепил, когда штат, когда анштадт. В общем, штат это просто вместо, просто вместо. Что-то вместо чего-то. А анштадт это уже готовое выражение, как бы вместо чего-то, вместо чего-либо. Вместо чего-либо. Берите на вооружение, друзья, мы сейчас лень примеры приводить. В общем, даже по-русски. Это вместо этого. Просто штат. А это вместо того, чтобы, ну типа, вместо того, чтобы это сделать это, он сделал то. Вот так. Там будет анштадт. Статистику подпортит. Блять, жарко, капец. 33 градуса это у нас, это жестко. В WhatsApp не взять ли ей купальники, не пойти ли к нам у нее возле работы на пляж. Она работает прямо в 20 метрах от моря. У нее бюро прямо с видом на море. И мне ее надо сегодня забрать 4 часа, а сегодня жара сумасшедшая просто. Я могу взять же сразу купальники, пойти нам вдвоем, все вместе нам вдвоем на море. Это было бы отличным завершением сегодняшнего дня и этого видео. 50 километров, 370 метров и скорость 22,7. А это что это? Это, по-моему, мой рекорд на такой дистанции. 50-километровой дистанции. 22,7. Хотел дожать до 23. Не получилось здесь. Ветер у залива. Нереально. Но 22,7 на дистанции 57. Просто 50 километров. Блин. Я вам скажу. Хороший результат для меня, я прямо доволен. И что сегодня жарко, я правда, когда едешь быстро, ты не чувствуешь этой жары. И как только останавливаешься или замедляешься в горку, прямо течет все ручьем. Хорошо жарко сегодня. Все, друзья, погнали на пляж. Интересно сравнить, какая скорость получилась средняя в real-life. А в real-life, друзья, вообще не стоит. Тут написано 2,26. 54 километров, а скорость средняя не стоит. Почему-то, наверное, ее потом в конце считают. Надеюсь. Но это не точно. В общем, разница между Strava и Real Life, что Strava выключается, останавливается, когда ты останавливаешься. Но и когда я ищу какие-то тайники там или останавливаюсь фотографировать там, то есть хожу, то она опять включается и, соответственно, считает скорость там 5-3 км в час.
И потом это все суммируется, делится. И в среднем получается ниже средняя скорость. Сегодня я нигде не ходил, ничего не искал, просто ехал. Иногда останавливался попить. Пару раз буквально Strava отключалась добросовестно. Так что сегодня все по чесноку. Но я к тому, что когда у меня маленькую скорость показывают мои приложения, это не обязательно, что я так медленно ехал. Это значит, что я еще ходил много, снимал, фотографировал, записывал, болтал, останавливался и все такое, да. У меня, короче, проблема. У меня одни очки, вот эти вот очки, просто завонялись. Я в них ездил, потел, получается, купался. Прямо в них всегда купался в море. Не в смысле не в душе, а в море. И они прямо завонялись. Я не знаю, что делать. Сейчас заберу их домой. Спрошу у Руси, может, как-то продезинфицируем их, жалко выкидывать. Прямо жестко воняют. Фига себе. Я такого еще не видел, чтобы солнцезащитные очки заванивались. Но это можно себе представить. Ты все время ездишь, потеешь. И потом еще плюс море. Там тоже эти вся живность, это вся микроскопическая, вот эта морская. Все насвоилось и завонялось. Охренеть. В общем, я пытаюсь сохранить результаты в real life, но это длится. Потом на море уже скажу, какая разница между ними получилась. После велотура окунуться в прохладненькую водичку Балтийского моря. Если бы это было какое-то там несчастное затрапезное, Средиземное, скажем, или вот красное, черное моря с этой теплой водой, это был бы не тот кайф. Вот именно Остзе, Балтийское море, с его 18-20 градусами, вот это кайф после велотура самый что ни на есть, друзья. Погнали!